Итак, здорово, ребятки! Сегодня я хотел бы показать вам, как можно классно и эффектно признаться своей девушке в любви, либо сделать ей предложение с помощью игральных карт. Сразу хотел бы вас попросить поставить лайк этому видео, и хочу посмотреть, сколько вы сможете выжать максимум лайков из минимума просмотров. Плюс еще подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а мы давайте-ка начинаем. Сейчас я вам покажу это все, как это будет происходить вот прям с девушкой. Представляем, что вот сейчас вот здесь передо мной девушка, ну и вот поехали. В общем, смотри, мы берем самую обыкновенную колоду карт. То есть мы видим, все карты абсолютно разные. Ну и сейчас даже мы можем взять, например, и подснять картишечки. Можем там взять как-нибудь так перетасовать, как попало. И твоя задача сейчас вот выбрать 10 рандомных карт. Я буду вот так пролистывать картишки, и ты хочешь, вот на какую хочешь, на такую показываешь карту, прям пальчиком дотрагиваешься, мы ее выдвигаем вперед. Очень важно, чтобы ты следила то, что я буду выдвигать именно те карты, на которые ты показываешь. И очень важно, выбирай карты, которые вот прям твоя душа говорит, что именно это нужно выбирать. Потому что от твоего выбора будет зависеть вообще дальнейшее будущее наше. В общем, давай поехали. Берем и 10 карт быстренько берем, выбираем. Но все-таки побыстрее это желательно сделать, потому что все-таки 10 карт это много. В общем, поехали. Вот, например, первую карту выбрала, вторую карту, третью карту, четвертую карту, там, пятую карту. Быстрее, быстрее. Шестую, там, седьмую, восьмую, девятую, ну и, конечно же, десятую карту. Итак, 10 рандомных карт, которые ты выбрала. Я сейчас беру, подснимаю исключительно эти 10 карт. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 и 10 карт. И теперь смотри, что ты выбрала. Ты могла выбрать, ну посмотри, много как бы различных рандомных картишек, правильно? Но ты выбрала именно вот такое вот. Первая карта. Дальше какая будет, как ты думаешь? Вторая карта, третья, четвертая, пятая. Шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая карта. И вот таким вот образом вы сможете признаться в любви, либо там сделать предложение. Короче, очень-очень крутая техника. Я, конечно же, вам это советую выучить, чтобы вы это знали и красиво всех удивляли. Итак, поехали. В общем-то, как же это все-таки делается? На самом-то деле это придумал, когда меня один из моих подписчиков попросил подсказать, как можно сделать своей девушке предложение. И, собственно говоря, я ему такую же технику подсказал, и он взял и сделал так предложение, и потом они поженились. Очень, конечно, я счастлив за них, молодцы. И давайте теперь мы обучимся, как же это делается. Все до безумия просто. Вы выбираете 10 карт, ну, желательно черви, потому что это все-таки сердце, это все-таки любовь. И вы пишете все, что захотите. Ну, как в нашем случае, там, типа, я тебя люблю. Либо вы можете второй вариант, там, выходи за меня, либо придумать, что хотите. Там, например, с 8 марта поздравить, с Днем влюбленных, и все. Значит, у вас есть вот такие вот карты, на которых все так написано. Что вы делаете? Как я, например, это все делаю. Берем вот так вот от десяточки до девяточки до восьмерочки в самый низ пролистываем. И теперь у нас получается вот такая вот укомплектовочка. Я тебя люблю. Вот так вот. После чего это все выкладываете вниз. И одной картой рандомной накрываете снизу вот здесь вот. Получается у вас, когда вы будете переворачивать колоду, будет первый валет. И вот такие вот различные картишки. И также еще я вам советую, как для новичков, вот эта последняя... Так, ладно, это не та карта. Вот последняя... Ладно, это не та карта. Вот последняя карта. Вы берете и на ней уголочек немножечко подминаете. Подминайте для того, чтобы вам потом было проще взять и сделать зазорчик, такой брейк. Теперь вы начинаете говорить то, что вот у нас есть рандомная колода, рандомные карты, все дела. Когда вы переворачиваете, понятное дело, вы не начинаете вот так вот это все пролистывать, а сразу же очень много карт вот так вот листанули. Ну, понятное дело, минимум там 11 карт нужно это сделать. Вот так вот, 11-12 карт взяли, вот так вот пролистали, показали, что все у нас здесь абсолютно разное. Переворачиваете, и теперь вам нужно убрать вот этого вольта с-под низу. Что вы делаете? Берете одним пальчиком, отсчитываете одну картишку. И потом вот здесь вот указательным пальчиком подснимаете. Называется эта техника swing cut. Вы пальчиком одним подснимаете и вот так вот кладете под низ. И вот эта карта, наш валет, вы ее забираете к себе в ручку
и потом уже подснимаете той картой, которая у нас есть. Очень простая техника, как бы, я думаю, подробненько объяснил. То есть берете вот так вот на зазорчик нижнюю карту, Swing Cut указательным пальчиком в бок подсняли, потом положили будто бы на колоду это все, но вы берете и вот этого вольта оставляете здесь, и потом подснимаете на нашей буковке «Я». Все. После чего вы начинаете объяснять своей девушке то, что вот сейчас очень важно, чтобы там ты делала точный выбор, именно что тебе сердце подсказывает выбирать. Но самое главное еще ей поторопить, чтобы она как можно быстрее выбрала эти 10 карт. Потому что может быть такое, что там она будет выбирать там одну где-то со срединки, потом еще, и вы уже дойдете до своих карт. Как бы это такого нельзя допустить. Поэтому вы ей должны сказать, что вот очень быстренько, потому что все-таки 10 карт это много. Вот быстренько, раз, два, три, там повыбирала 10 штук и все. Ну и, конечно же, она начинает выбирать, но вы пока объясняете, вот здесь мизинчиком берете и отсчитываете на нашем зазорчике, ну, где отогнули карту, берете и вот так вот подснимаете. Таким вот образом у вас теперь здесь есть на брейке, сейчас мы зафокусируемся, у нас есть на брейке уже эти 10 карт, которые мы заранее заготовили. Ну и, конечно же, начинает наша девушка выбирать, например, первую карту, прямо вот так пальчиком показывать, вот эта карта, потом еще вот это, еще вот это, еще вот это, и потом еще вот это, и потом еще. Если вы видите, что осталось мало карт, можете ее поторопить, потому что, да, могут действительно девушки растягивать удовольствие. Но в итоге, вот, допустим, мы выбрали 10 карт рандомных. Вы, понятное дело, считайте, чтобы все было четенько. После чего вы берете вот здесь вот все карты, и, понятное дело, с брейком, вот эти вот нижние, заранее заготовленные, вы продвигаете под те, которые выбрала она. Но очень важно это сделать, чтобы она не увидела, например, сбоку, что вы вот так какие-то карты тянете. Поэтому советую вот эти карты немножечко даже так вверхом сделать, чтобы они расходились. И когда вы будете продвигать вот так вот будто бы ручку, схватить эти карты, на самом-то деле вы 10 карт, которые вы заранее заготовили, засовываете под те карты, которые выбрала она. И это все выглядит вот так вот. Раз, два. И говорите, что эти 10 карт мы положим под низ. Все, и потом, получается, она выбирала вот эти вот карты. Вот эти карты, абсолютно рандомные. Они нам не нужны. А у нас уже внизу те карты, которые мы заранее заготовили. После чего вы будто бы отсчитываете вот эти 10 карт. Понятное дело, вы на вот этом зазорчике подснимаете и говорите, что вот ты могла выбрать абсолютно рандомнейшие карты. Вот все они абсолютно разные. И откладываете колоду в сторону. И говорите, что ты выбрала именно вот эти 10 карт. Раз. Ну, почему мы начинаем сейчас отсчитывать? Потому что, смотрите, если мы начнем переворачивать сверху, у нас здесь будет десяточка. И мы берем вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Именно так вы должны пролистать, потому что здесь вы перекладываете все сверху на низ. Вот смотрите, видите вот здесь? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже здесь десятка. Но если бы вы делали это все вот так вот, отсчитывали 10 карт, тогда у нас порядок бы не изменился. А так вы берете вот десяточку вниз, потом, которая была чуть ниже десяточки, теперь она становится выше десятки, и еще дошли до первой карты. Ну, теперь, соответственно, вы запомнили, в каком порядке это все идет, ну, и вы начинаете это все отсчитывать. Я там тебя... И последний там люблю. Либо там выходи за меня. И как хотите, так и можете это все написать, организовать. И, собственно говоря, вот такая была техника, ребятки. Я надеюсь, она вам понравилась. Я надеюсь, вы так сделаете своей девушке. Она будет счастлива, и вы будете жить очень долго, и любить друг друга, искренней любовью так горячей своей. Ну, а у меня на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Ну, а у меня сегодня все. Пока.